Здрасте. Я много раз проходил трилогию GTA. Вот я задался вопросом, какой город будет наиболее безопасным и наиболее опасным для жизни. То есть я рассмотрю игры GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. 2D и HD вселенную не буду, так как в HD вселенной всего два города, а в 2D практически никто не играет сегодня, и людям просто будет неинтересно. Сторисы рассматривать нет смысла, ибо в обоих играх рассказывается о событиях до событий главных игр, до того, как человек на Клоде и Томми приложил свою руку к преступному миру города. И да, оценивать будем города уже после того, как игрок завершил сюжетку игры. Тем самым отношение преступных организаций к этому моменту может быть иное, нежели в начале игры, а также, возможно, какие-либо изменения в самих городах. И да, рассматривать я буду города, в которых можно самому там погулять, походить, и короче, где происходил весь сюжет игр. В этом видосе не будет учитываться какой-нибудь там Картер-Сити и прочие населенные пункты. Конечно, вы можете со мной поспорить, но я пытался посмотреть на вопрос максимально объективно. Если что, свое мнение пишите в комменты. Короче, не буду тянуть и начну. Начну с самого начала GTA 3. В GTA 3 был показан самый первый город 3D вселенной Liberty City, основан на Нью-Йорке. Liberty City разделен на три острова: Портленд самый нищий, Стонтон, деловой остров, и Шорседвейл. Здесь международный аэропорт и дорогие частные дома и особняки. Что можно сказать, так этот город точно один из самых преступных. В Liberty насчитывается 8 банд и мафий, такие как колумбийцы, Леоны, Форели, Триады и многие другие. Деятельность у этих ребят самая разнообразная: удержание клубов, проституция, фальшивоминетчество, заказанные убийства, наркота и всякая прочая чернуха. Так еще и появляется новый вид этой самой наркоты — спанк. Это очень сильная шнега, курящий это дерьмо становится очень зависимым. Так еще и этот спанк продает почти все банды. Конечно, после окончания игры Клод разъебал главного поставщика спанка, Картель, но я думаю, что все равно после этого поставки будут возобновлены. Может быть, дерьма и похуже, чем спанка, учитывая, насколько просто подкупить полицию Либерти. Ведь спанк колумбийцы завозили на самолетах в международный аэропорт, а также готовили его на корабле в гавани Портленда. Буквально на каждом, сука, острове бандита. А благодаря Клоду вообще развязался конфликт между Триадами и Леоне, а также между колумбийцами и якудзой. Это самые опасные вооруженные мафии в игре. Короче, на улицах очень опасно, ибо вас могут просто-напросто убить за компанию с другими бандитами. Не стоит также забывать, что в игре есть террористы из колумбийского картеля, способные взорвать целый мост и убить при этом очень много людей. А, и да, вспомните, что творил Тони Сиприани за 1,5 штуки зеленых. Также на улице очень много людей, которые так и хотят спиздить вашу тачку. Вывод 1. Очень опасно быть на улице в Либерти. Также стоит упомянуть, что город окружен водой. Да не простой, а загрязненный. Такой степени, что буквально за несколько секунд организм, попавшего в воду, умирает. Случилось это из разлива отходов в 1988 году. А вот так выглядит самый оживленный пляж в городе. Как-то так про Liberty City. Итога не будет, скажу все в самом конце. Vice City разделен на два главных острова: Vice City Beach и материковый Vice City. Между ними проходит залив Бэй, где еще есть Мидленд. Это группа островов, находящаяся между двумя главными. Это остров креветок, Старфиш, поле для гольфа и еще один мост. Что касается преступной деятельности, то тут все интереснее. В Vice City не происходит столько массовых перестрелок, сколько, например, в Liberty. То есть шанс того, что вас убьют в рандомной перестрелке, меньше. Конечно, такая опасность есть из-за враждебных друг другу организаций. Например, гетто-районы Маленькая Гавана и Гаити на материковом Vice-City очень опасны из-за частых стычек кубинской и гаитянских банд. А так сферы преступности остались те же, то есть проституция, фальшивоминетчество, крышевание и, самое главное, наркоторговля. Не будем забывать, что Майами стал самой главной точкой наркотрафика в 80-е, когда происходит в Vice-City. Что это значит? Так это большое количество зависимых от этой дряни, а значит и большое количество больных и нездоровых людей. Буквально каждый богатенький челик из Vice City, будь то рокер из Love Fist или адвокат Кен Розенберг, практически все сидят на порошке, из-за чего даже Кена Томми отправил в рехаб в штате Сан-Андреас. На улицах теперь появляются бездомные люди, а отсутствие дома показатель не самой лучшей жизни уж точно. Точно сторчались и потеряли все. А также в Vice City очень продажная полиция, что уж тут говорить, когда органы порядка закрывали и закрывают глаза на весь тот хаос, что происходит в городе. В городе также полно психов по типу хейтера Love Fist, который пришел на концерт и завалил невинных людей. I'll see Lovefist burn. Lovefist ruined my life.
Что касается окружения Vice City, то он, как и Liberty, окружен водой, только вот теперь не загрязненный, однако Томми все равно тонет. Это из-за того, что в Vice City чрезмерное количество обратных течений. Это те, попав в которые, вас будет уносить в море, и даже самый опытный пловец не сможет плыть ему навстречу, просто кончатся силы и человек утонет. Выбраться из течения такого можно, если просто поплыть влево или вправо от такого течения, где уже вас прибьет к берегу волной. Однако Томми просто еще и сам плавать не особо умел, так что поэтому все время гибнет. А так пляжи в Vice City гораздо живее, чем в Liberty, потому что люди такие чисто ролеплей мышления умеют плавать. Не забываем, что Виктор Венс в сторисах в 1984 году в Vice City умел плавать. Так что дело в том, что Томми просто не умеет плавать. Что можно сказать, так этот город будет уж точно безопаснее, ведь районов в городе с опасными перестрелками намного меньше, чем в GTA 3, где это было буквально в каждом квартале. Значительно большее количество наркоты, чем в Liberty, но оно и понятно, это все-таки в Майами. Но тебя же не заставляют нюхать это говно. Воды в Vice City обладают смертельными обратными течениями, но они не такие смертельные, как, допустим, в Liberty. Короче, чутка безопаснее Liberty. GTA San Andreas. Тут уже посложнее, ибо San Andreas это целый штат с 3 независимыми городами и сельской местностью. Города тут есть следующие: Лос-Сантос, Сан-Фьерро и Лас-Вентурас. Во всех трех городах есть аэропорты и военные базы. Лос-Сантос основан на Лос-Анджелесе. Что стоит сразу сказать, так это практически половина этого города это гетто, где обитает большое количество банд, такие как улица Рощ 4 жизни Гроув-стрит, Балласы, Фагосы и Ацтеки. Несмотря на то, что Гроув и Ацтеки две банды, которые чтят уличный кодекс и против наркотиков, Фагос и Балласы все равно толкают все, что можно и что нельзя, из-за чего однажды чуть Гроув-стрит не развалился, когда еще Большой Медведь подсел на крэк, а также и простые жители гетто района. Полицию не особо колышет, что там происходит, ибо тут каждую минуту кто-то стреляет и кого-то режут. То есть тут очень опасный из-за вечной войны банд, где умирают еще и мирные люди. Помимо банд, которые торгуют стафом торгуют и обычные барыги. Их нетрудно заметить, обычно продают по одному. Большое количество бездомных людей, скорее всего сторчавшихся. Да, в конце игры Карл Джонсон отвоевывает гетто от плохих фагосов и балласов и при этом уничтожает все возможные притоны, все равно остается банда Гроув и Ацтеки, которые все-таки могут просто завалить любого мента или обычного прохожего, который им не понравится. Никто не знает, что в голове у людей, кто утонули в гетто жизни и смысл для которых умереть за свою территорию. Что касается окружения, то город окружен водой и лесами с горами, также несколько деревень. CJ, в отличие от своих предшественников из GTA 3 и Vice City, умеет плавать, и воды в Сан-Андреасе полностью чистые и пригодны для купания. А по пляжам гуляет и загорает большое количество людей. Однозначно не самый безопасный город из-за наличия гетто. Зато есть Вайнвуд, одно из самых богатых и премиальных мест GTA. Сан-Фьерро. Город расположен очень далеко от Лас-Вентураса и от Лос-Сантоса. Конечно, город будет безопаснее Лос-Сантоса, основан на Сан-Франциско. Всего в городе 3 преступных организации: Рифа, Триады и парни из Дананг. Дананг Бойс, короче. Рифа — это одна из самых значимых банд, имеет хорошие отношения с балласами, проталкивает свой дур через них. Входит самый главный синдикат Локо. Имеют завод по изготовлению стафа буквально в центре города. Китайцы Триады, одни из самых мирных ребят, они просто контролируют порядок в китайском районе, но потом в конце игры благодаря CJ становятся самыми значимыми ребятами в Лас-Вентурасе из-за казино 4 дракона. Дананг Бойс. Ничем не занимается, просто крадут людей и продают в рабство. В конце сюжетки CJ убивает всех людей из Рифа, главу Тибоуна, Джизи, местного сутенера, а также разносит завод по изготовлению ставчика. Все пиздец синдикату Локо. А обычные члены Рифа очень жесткие ребята, смотрите, как они реагируют на челов с оружием. Дананг Бойс тоже получает пиздюлей от CJ, когда он высаживается на их корабль, убивает практически всех и босса банды, при этом освобождая невинных людей. Короче, единственные сильные ребята Сан-Фьерро — Триады. В плане воды тут так же, как в Лос-Сантосе. Вблизи есть пару ферм, а так все, Сан-Фьерро будет точно побезопаснее большинства городов из сегодняшнего списка, а также один из самых благоприятных из-за большого количества частных домов. Лас-Вентурас сильно удален от Сан-Фьерро, но при этом очень можно быстро добраться до Лос-Сантоса, основан на Лас-Вегасе. Не город, а сплошное казино. Есть парочку мафий, которые чисто залетные в этом городе и только борются за крышевание казино Калигулы. Вторым казино, как я сказал, владеет CJ с Триадой. Мафии особо не стреляют на улицах, они все из Либерти-Сити, а в Сан-Андреасе чисто из-за казино. Еще и после того, как CJ ограбил казино Калигулу, то вообще драться им стало не за что, так
а теперь денег нет, а 4 дракона наоборот процвело. В Лас-Вентурасе все 3 мафии, то есть Леоны, Форелли и Синдака, очень слабы и не имеют никакой силы, учитывая, что и территорией они не владеют. Как я сказал, не стреляют на улице, а Синдака вообще чел сдох от сердечного приступа. Форелли вообще откисли от Сиджея по просьбе Сальватора. После ограбления Сальватор грозился Сиджея, но так ничего и не сделал. Лас-Вентурас окружен пустынями и очень секретной базой 69. Когда попадаешь на территорию базы, сразу навешивают 5 звезд, и если ты пролетаешь над ней, то ПВО просто тебя сбивает. Короче, очень опасное место, где хранится джетпак, который украл Сиджей. В Лас-Вентурасе тоже достаточное количество частных домов для комфортной жизни, как и в Сан-Фьеро, в принципе. Однако уж точно город с десятками казино и самой охраняемой базой в штате не может быть самым безопасным. Что имеем по итогу? По итогу, конечно же, все понятно. Самым опасным городом является Либерти-Сити. Буквально в каждом квартале ежеминутно гибнут люди. Банды стреляют друг в друга, убивая при этом мирных людей. Наркоту продают налево и направо, завозят через международный аэропорт, причем повсюду продают наркоту эту самую. При этом полиция скрывает на все это глаза. Также город окружен загрязненными водами, упав в которые наступает сразу смерть. Так еще и вспомните, что могут устроить банды в GTA 3. Чуть более опасным является Лос-Сантос. Там тоже происходит мочиловая анархия, но только в гетто-районах. А так есть богатые элитные кварталы, где достаточно безопасно и даже аналог Голливуда есть. При этом можно спокойно плавать в воде. После Лос-Сантоса идет Вайс-Сити, это уже среднячок. Гетто-районы тоже имеются, но и гораздо меньше, чем опасных в Лос-Сантосе или в Либерти. Наркоту никто тебя покупать не заставляет, так еще и были бы деньги на это. Зато не совсем опасное море. Хотя Томми просто лох в плане плавания. Одним из самых безопасных будет Лас-Вентурас. Особо нет опасных грозных мафий, кто стреляет прямо на улице и ни за что. Однако город, где 1001 казино, просто-напросто не может быть самым безопасным. Даже при такой слабой крышующей мафии. Все равно же есть ребята, которые убивают долги. Тем более, если еще вспомнить, что рядом находится зона 69. Получается, самым безопасным городом в GTA становится Сан-Фьеро. Сиджей разгромил работорговцев из Дананга и развалил синдикат Лока с Рифой, при этом лишив штата самого главного изготовления стафа. Герой, ничего не скажешь. Остались только отрядовцы, которые просто контролируют порядок Чайнатауна. Вот как-то так. Получился вот такой тир-лист. Сегодня мы выяснили, какой город GTA самый безопасный и самый опасный. А так я сказал больше инфы, чем где-то написано в нетике. Всем до скорого.